Ну что, готовы к дальнейшему пути? Зай, сегодня за границу едем. За границу, да. Ты за рубежом не бывал? О, поехали, скажи, за рубеж я хочу. Что, спасибо, Вязьма. Ты оказалась гораздо более гостеприимной, чем Москва. Как говорит наш добрый друг, бедненько, но чистенько. Что на тебе за красота такая? Зай, а? Ты так будешь это? Я так езжу. Пристегиваться будешь? Да. Какой ты гордый, а? Ой, какой гордый. Я законопослушный гражданин. Не, ну нам ехать еще далеко, я думаю, что выйдем мы из этого циклона. Чувствуешь, как матушка Россия заканчивается? Нет. Да вот же ж уже. Рубежи. Интересно, это все-таки Россиюшка нас провожает такой погодой? Или Беларусь встречает? Где граница? Граница на замке. Вот. Республика Беларусь. Ура! Как можете заметить, что для граждан России как таковой границы не существует. Все, что нужно сделать, это взять с собой все документы нужные. Это паспорт, водительское удостоверение, документы на машину и зеленую карту. На всякий случай, если вас вдруг остановят. А как таковой границы нет. Мы проехали, не останавливаясь. Но все, мы уже в Республике Беларусь. А теперь традиционная рубрика «Тем временем Дин». Дин, Дин! ты за рубежом. Дин! Ты за границей, слышишь? Алло? Это нос. Традиционная таксячая форма. Плеветули хлюнем. Плеветуль. Здорово. Ты идёшь? Шпишь? Если я все правильно понял, то и платную дорогу нам оплачивать не надо, так как платные дороги в Беларуси только для автомобилей массой свыше 3,5 тонн Тебе нельзя. и иностранных автомобилей. Российские автомобили такими не являются. Что вы знаете о том, как надо ехать в машине? А погода все хуже и хуже. Буквально 20 минут проехали, и погода наладилась. Значит, это Россиюшка по нам плакала, что покидаем ее. На кого мы ее родимую оставили? На кого? Я надеюсь, сейчас еще дорога подсохнет, и будет вообще хорошо и весело ехать. If I could fly, see the world through my eyes. Посмотрим, чем Ирина нас порадует. Пошла на заправку за едой. Точнее, оплачивать бензин и купить еды. Что принесла? Тортильи. Вот там. Короче, заправились мы. На 40 рублей. На 40 рублей? Да, на 45 рублей. 3 900. Ну, я... Да, ну почти 1000 рублей русских. Держи. Минская. А так, конечно, глобализация просто всех это. Аленка тут другая. Не, про то, что все там киндеры, давы, милки и так далее. Аленка
У нас такая, А здесь Аленушка такая. надо будет вставить вот тут сравнение. Смотрите, это белорусская Аленка, а это наша Аленка. Давайте проголосуем. Какая Голосуйте, симпатичнее. какая Аленка вам нравится больше. А теперь попробуем на вкус. Вкусно, кстати. Вкусно. Это больше что-то между... Похоже сначала на Аленку, но вот по вкусу ближе к маске. Ну, кстати, Только видишь, да. маска, она такая Пористая. пористая, да, а это не пористая. Но по вкусу разные. Сначала показалось, что та же самая Аленка. Он прям тает во рту. Наша Аленка приторнее. Да. Это не такая сладкая. Мы эксперты. Не, у нашей Аленки какой-то привкус сейчас. Раньше Да. лучше было. Она офигенная. Вкусная. Молоко. Но молоко, оно будет обычное. Обычное молоко. Ну да. Но мы же не можем без приключений, правда? То самое молоко с заправки упало и протекло, залило нам половину салона. Что коврики резиновые. И нам удалось все легко промыть. Теперь коврик лежит сушиться. Ну, не сушится так. В общем, никогда не берите с собой молоко в салон. Наша машина. Город Брест. Номер. Это те же самые $40. Москва, тебе не стыдно? О. Ой, снимали. Черт, скажи, меня снимали. Молодец. Давай, жопень почешем. Поснимай. А что за психи это? Что за такса психи? Кися. Кися. Ой. Ой. Так, включен поиск белорусских продуктов. Молоко. Колбаса оливье. Вот это вот облом вообще, шпроты только российские. А где нормальные шпроты? Не, ну это не серьезно. О! Да. Санкционочка. Когда нет приборов, в ход идет все. Это апельсиновые палочки. Ими вообще обычно чистят ногти. Маникюрные ножницы. Денюня. Поехали в Варшаву. В Варшаву, скажи? Все, бегом. Не могу, скажи, хочу в Польшу. Все, поехали, скажи, в Польшу. Ну, поехали. Ну, поехали уже в Польшу, мама. Мама, ну поехали, поехали. Надо почистить сначала. Ой, Зю, ты что, не выспался? Не выспался, пёс, не выспался. Такой смешной, с губой намазанный. Дай поцелуй.
Что-то подсказывает мне, что переход этой границы не будет таким быстрым, да? Минут 5 мы, наверное, 7 уже вот так вот стоим, вообще не двигаемся. Да зайчишь? Я хочу уже в Польшу скорее. Ты знаешь, что ты проплатил таможню? Экспресс-проход. Тебе не стыдно? Нисколечко. Сейчас, короче, встаем туда в тенечек, ждем, когда наш номер засветится. Когда номер засветится, поедем без очереди. Да, видно. Все, на вот этом табло засветится наш номер машины. Я так понимаю, что мы это могли все сами сделать через сайт какой-то. Тоже об этом знал, да. А так с нас взяли 45 белорусских рублей, это 1350 рублей. ну, $20, короче. Что, появились? Да. Поехали. Короче, это быстрее. Ну, пока да. Так. Я так понимаю, нам налево. Камеру сниму на всякий случай. Сейчас мы подъедем, я выключу. Можно эту и можно снять. В общем, белорусский штампик мы получили. Теперь едем на польскую границу. Ну, никто не знает, как нам с собакой быть. Да и что, как тебе переход границы? Утомительно, да? Так устал границу переходить. И уже на польской территории, точнее, в зоне этой. Ни туда, ни сюда. Только вам кажется, что путешествовать легко. На самом деле, скажи, это просто адский труд. На перинах лежать, скажи. Бежать куда-то во сне. Вон за лисами бежать. Сейчас вообще одну такую тачку. А, он по несколько. Он одну раз посмотрел, вторую. И вот Свободу мы в Европе. попугаям! Наконец-то, 2 часа. 2 часа мы стояли. Стоп еще. Выключи. Все, мы в Европейском Союзе. Уи! Ура. Ой, очередь тут на въезд безумная какая-то. Так, что там по ограничениям скорости? Понятно. В общем, перейти границу было несложно. Они даже несколько упростили механизмы. Но это упрощение почему-то не привело к сокращению времени. Проходили границу мы 2 часа примерно. Наверное, и на белорусской, и на польской территории примерно поровну получилось. Час там, час там. Кажется, на польское меньше. Да, даже. меньше. Ну, возможно. Документы ДИНа всех устроили. Ветеринарное свидетельство по форме 5. Чип. Чип проверили, просканировали уже в Польше. В Беларуси им вообще было все равно на это. Документы ДИНа реально проверяли. Брали с собой, ну, брали, проверяли. Что ты не снимаешь микрокруг? Мои любимые польские микрокруги. Досмотр был не очень, скажем так, предвзятый. Открыл багажник, посмотрели, у нас все завалено вещами, попросили вытащить один чемоданчик.
потрогали там ручками все, буквально там 1 минутку. Никаких проблем. Спросили, сколько мы везем сигарет. Мы сигарет не везем вообще, потому что мы не курим. И спросили уже в конце, сколько бензина у нас с собой. Ну, у нас с собой только полный бак. Рекомендую всем заправить полный бак в Беларуси, потому что я уверен на 99%, что бензин будет здесь дороже. А еще рекомендую перед въездом в Белоруссию заправить полный бак в России, потому что в России бензин все-таки дешевле. Ну, не знаю, по качеству я не могу говорить, потому что я не чувствую этой разницы. В общем, в прохождении границы между Белоруссией и Польшей нет ничего сложного. Самое главное, чтобы все документы у вас были в порядке. Не бояться, не стесняться. Они говорят все по-русски. Не бойтесь говорить с ними по-русски, они все понимают. Какого-то предвзятого отношения я не заметил. Все очень лояльно, очень культурно, очень вежливо. В общем, все супер. Все очень хорошо. Большое спасибо пограничной службе Беларуси и Польши. Мы в Евросоюзе, мы в Польше, мы продолжаем наше путешествие. Вообще очень чисто и в Бресте. В Бресте тоже чисто, согласен. Я искала сегодня урну, ходила 5 минут, ну какой 5 минут, минут 10 я ходила вокруг этой гостиницы. Лужаечки. Ну, конечно, мне кажется, здесь почти все это гостинки, да, наверное, какие-то? Или, может, и нет? Мне кажется. А, дачи. Ну, да. Ну, посмотри, красивенько. Ну, да. Да, конечно, если бы термометра не было, и я не видел, что всего лишь +1 градус, реально можно подумать было, что весна. Так, о наших планах. Мы же решили сегодня доехать только до Варшавы, остановиться в Варшаве. Мы сняли на 2 ночи гостиницу за $50 в сутки, ну, ночь. Чтобы сделать видео, загрузить видео на YouTube, потому что дорогая ложка к обеду, и хочется, чтобы вы следили за нами, ну, как можно более оперативно, а не с отставанием в неделю. Все для вас. Как тебе в Европе? Прям так? Ничего себе! Упоротые девочки. Вроде бы, да, те же самые голые деревья, но солнышко вышло, и насколько красивее уже и жизнерадостнее все стало. Но и метели нет. Зай. Зай. Интересная штука. В связи с тем, что дороги здесь местами очень узкие, правилом хорошего тона является вот так вот съехать с дороги, пропустить человека и вернуться обратно. О, нас, кстати, поблагодарили даже. Кстати, зацените новые визитки Дины. Надеюсь, вам видно. Давай ты будешь рулить. А что рулить тут? Мы стоим. С нашего пребывания на ближайшие 2 дня. И, как всегда, $50 в сутки. Что, кстати, в ванной, в туалете? Ну, нормально. Единственное, темновато здесь. Это вы так лежите на кровати и любуетесь. То есть это задумка. Я также бабочку рисую.